Педро Лупс. Короче, он оператор. Я поехала, Сань, пока. Давай. Мы тут это пушку испробуем. Вот это наш пациент. О, меня сейчас чувак зарядит. Вот так вот происходит зарядка. Как я его поймал, офигеть! Всем приветики, друзья! Сегодня у нас, можно сказать, экстренный видос по игрушечке Carnival Hunt. Это асимметричный кооператив 5 на 1. Собственно, ты видишь это на экране. 5 зайцев против одного волшебника. Сегодня, на момент записи, 20 октября 2025 года, и это последний день, когда нам доступна демо-версия, и мы можем поиграть в эту игрушку бесплатно. Напомню, что это альфа-билд, то есть незаконченная версия игры, но все основные механики и основной визуал здесь уже есть. Сервера работают отлично, багов я тоже не заметила практически. Поехали! В течение игры буду рассказывать все, что я успела понять за последние дни, в которые я поиграла в эту игрушку. И с нами, конечно же, Александр. Привет, привет. Я бы сказал, это незапланированный видос. Да, это незапланированный видос. Хотели сделать стрим по этой игрушке, но, к сожалению, по времени не получилось, и поэтому сегодня решили вот так вот в экстренном порядке записать видео. Так и есть. Все, поехали. Так, играем мы, конечно, за зайчиков, потому что кооп в этой игре, к сожалению, возможен только за сторону зайчиков, потому что волшебник, наш противник, он только один, он играет в соло. Я за волшебника ходила один раз и в целом поняла, как работает его механика. Сейчас на катке просто буду рассказывать. Итак, заяц спавнится на каком-нибудь месте рандомном. И игра начинается с того, что у нас пустой инвентарь, который нам нужно забить. Кстати говоря, эта карта не самая удачная, которую тебе можно показать, потому что я эту карту плохо знаю. Вот это вот гир или шестеренка. Это ключевой предмет. Q-дроп. Ага. Ключевой предмет в этой игре. Я ее беру, потому что ее лучше накинуть куда-нибудь на видное место. Для чего она нужна, расскажу чуть попозже. Начинаем лутать зайчиков. И совсем скоро, если ты не знаком или не знакома с этой игрой, совсем скоро ты поймешь, почему здесь везде по локациям разбросаны мертвые зайцы. И это связано с главной механикой этой игры. Итак, я взяла заводной ключ, который занимает 4 слота в инвентаре. Типа большой такой один слот. Ключ — это ключевой предмет для того, чтобы, как объяснить-то, завести зайца. То есть у тебя есть в левом нижнем углу экрана такая вот шкала, или как называется? Как, Сань, лучше назвать? Ну, уровень заряда. Да, вот шестереночка в левом нижнем углу экрана показывает... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Показывает уровень заряда зайца. Что это означает? Когда эта шкала станет полностью серой... Это наш противник. Когда эта шкала станет полностью серой, заяц разрядится. И вот этим вот механическим заводным ключом, который я подобрала, нужно будет его завести. Но сам себя завести ты не можешь. Завести тебя могут только тиммейты. Завести — это значит подзарядить. Угу. Я, кажется, понимаю, где идет замес. Там уже кто-то бьет на втором этаже. Так, судя по моим скудным знаниям конкретно этой карты, нам нужно идти куда-то в эту сторону. Я буду просто делать то, что делается. И, кстати говоря, в инвентаре у меня нет предметов для защиты от волшебника. Большая шестеренка, с которой я так медленно иду, ставится вот в такие приспособления. Я не знаю, как по-другому это назвать. И для того, чтобы взаимодействовать с этой штукой и открыть вот эти вот ворота, мне нужно поставить большой гир или шестеренку. И мне нужен заводной ключ, который у меня есть в инвентаре. Вот это я. Видишь, сзади у зайчика как бы это, как у заводной игрушки, такая дырка. Вот это вот механика прикольная подзарядки зайчиков. Все, открылись ворота. Так, лутаем вот этих вот типов.
Это клетка, в которой нас садит этот волшебник, если он нас поймал. Вот эту штуку, смотри. Эту штуку нужно при помощи вот такой вот мини-игры подзарядить 4 раза, долбануть молотком. После этого эта штука будет заряжена, и у меня откроется такая, как бы, грубо говоря, лестница на 2-й этаж. Суть игры — добраться с 1-го этажа по 4-й, активировать все вот эти вот штучки. Ну, Сань, катись, катись, катись. Вон Саня подошел. Давай. Ладно, давай я. Главный смысл игры — добраться до 4-го этажа и выйти. То есть нам нужно совершить побег из этого цирка. Я не знаю, как называется вот эта дорога. Это... Как вообще по-русски можно назвать тот способ передвижения, которым я сейчас передвигаюсь? Я не знаю. И вот Саня сейчас тоже как бы играет в эту мини-игру для того, чтобы проехать на 2-й этаж. Тоже ключик есть. Так, вот гир. Гир — это шестеренка, которая нужна для открытия дверей. Вот эти вот штуки. Вот эти вот штуки. Видишь, как они обводятся красным? Это такие сигнализации, которые ставит нам волшебник, наш противник, который играет в соло. Проблемы. Похоже, он здесь. Не, он на 1-м. Блин, по звуку слышно, как будто бы тут... Я могу дополнить, заряжать могут не только зайцы, но и тут какой-то вот шут есть. Такое приспособление. То есть, смотри, вот сколько прошло минут катки, у нас дается 20... у нас дается 30 минут на катку, смотри, у нас осталось 24 минуты 50 секунд. И, короче, обрати внимание на левый нижний угол экрана. У меня уже практически половины заряда нет. То есть, если у меня закончится заряд, шкала станет полностью серой, мой заяц просто упадет и будет лежать, пока его кто-нибудь не придет и не заведет механическим ключом. О, нашла защиту. Защита, смотри. Кнопка 1. Это бомба-морковка, которую можно кидать в своего противника. Собственно, такой вариант как бы экстренно защититься. Пушка — это тоже путь на... Это уже путь на 3-й этаж. Сюда нужно вставить гир, вот эту шестеренку. Вот в это вот место. И после этого здесь можно забраться вот сюда для того, чтобы пушка выстрелила и ты добрался до 3-го этажа. Но оператор вот это вот... То есть здесь нужно 2 зайца для взаимодействия с пушкой. Оператор этой пушки... Ой-ой-ой-ой-ой! Останется... Это ловушка вот этого вот волшебника. Механический заяц-противник, который меня стопорит и выдает мое местоположение для волшебника. Да отстань, он уже сюда пришел. Интересно, он на этом этаже или нет? Вот, я просто, понимаешь, это первая катка, которую я тебе показываю, и я пытаюсь для тех людей, которые вообще как бы не играли вот в Carnival Hunt, я пытаюсь рассказать вообще устройство игры, чтобы вы понимали, что это такое. А, это, кстати, еще один путь. Винтовая лестница — это еще один путь с 1-го этажа на 2-й. Вот смотри, за этими воротами, там, короче, тоже вот этот механизм с шестеренкой стоит, и можно пробраться вот таким образом на 2-й этаж. То есть, это я к чему говорю? То, что выйти с 1-го этажа на 2-й можно не одним способом, а как минимум 2. Я, конечно, не сильно шарю, потому что я в эту игру играю всего лишь... Вот сколько существует демо-версия. Пару часов по вечерам я играла. Вот то, что я успела понять, то тебе и скажу. Меня ловят, меня убивают, меня ловят. А, у меня морковка же есть. И чё, куда будем бежать? Ну, а чтобы он потерял тебя из виду. Он меня поймал все равно в облаке. Так вот, что бывает, когда тебя ловит волшебник. Вот здесь рядом с пушкой есть... Он вложил мне карту,
Он рядом с пушкой. Рядом с пушкой есть сундук, там масленка одна есть. Короче, вот эта вот штука, она всегда находится на первом этаже. Это штука для самостоятельной подзарядки, но для нее нужны конфеты. Я могу, конечно, показать. Смотри, мне вложил карту, это типа как бы такая обилка вот этого волшебника. Он мне вложил карту в инвентарь, и я не могу взять ключ заводной. Я хочу за одну катку показать все механики, которые есть в этой игре. Короче, главная суть игрушки в том, что нам нужно добраться с первого этажа на 4-й и выйти. И тогда это считается победа. А задача волшебника — помешать нам это сделать. А когда действие карты пройдет, мне интересно. О, Это где? я на первом этаже. А, Там веревки никакой не висит. сейчас посмотрю. На данный момент в игре существует 2 карты. И вот эта вот карта, на которой мы оказались... У него есть чем зарядить, интересно? А у него как? Ключа нет? У него тоже ключа нет, похоже. А у меня карта блокирует. Что я там говорила, Сань? Я что-то рассказывал, по-моему. Я сейчас веревку искал. Надо дойти до 4-го этажа 2 шестеренками, открыть выход и выйти. Ну да, в общем, в этой игре много чего завязано на лутании, на поиске предметов, на мини-играх. Так, я собираюсь сделать эту штуку еще один раз для того, чтобы выбраться на 2-й, а там уже посмотрим. Что-то я рановато нажимаю. Хоба. А где этот мэджик ходит? Не вижу. О, пушка заряжена на 1-м этаже есть. Пушка на 1-м? Да. Давай я туда приду. В общем, у меня вот эта дорожка сейчас открылась. То есть, если ты взаимодействуешь с какой-то штукой, у тебя потом красным подсвечивается тот предмет, тот путь, на котором ты как бы попадешь на 2-й этаж. Dust Zero пишет, что на 4-м этаже все практически готово к выходу. То есть у нас есть кто-то киберспорт, да? Видишь пушку? Да, вижу. У меня заряда нет, Сань, у тебя есть ключ? Конечно. Так, у меня действие карты прошло, я могу ключ собирать. Ох, черт. По сути, ты можешь собрать ключ, просто тебе надо будет его сдвинуть вправо. О, меня сейчас чувак зарядит. Вот так вот происходит зарядка. Но он упал, и я тоже упала. Когда слышишь звук вот этот вот, который только что был, это как бы моментально нужно ложиться. Иначе со стороны волшебника это будет выглядеть так, что зайчики будут в красной обводке с красной подсветкой. И то есть волшебник сразу поймет, где мы находимся. Так, а теперь ключ надо как-то ему обратно вставить. Ой, что я сделала-то? А что он на 1-м делает? Зачем он меня ловит? Извини, но и масленку я на себя применяю. Да, кстати, существует в этой игре предмет под названием масленка. Он восстанавливает нам жизни. Так, вот вас заряжать нужно? Просто встал. Это, кстати, сильно палево, когда ты валяешься за зайца, и у тебя такой заводной ключ торчит. Его надо всегда стараться вытаскивать. Так, хорошо. А тем временем, пока мы болтаем, у нас осталось 17 минут катки. Кто тут у нас оператор? Педро Лупс. Короче, он оператор. Я поехала, Сань, пока. Давай. Мы тут эту пушку испробуем. Я, кстати, вот на этой пушке с 1-го этажа я еще не стреляла. Я еще реально ее не использовала. Подождешь меня, зарядишь меня? Да. Я тебе все-таки А, вот смотри. масленку отдам.
Ага, хорошо. Я могу объяснить, как работает масленка. Левый нижний угол экрана. И смотри, где вот эта вот зарядка, да? Где красная такая шкала. Сверху нее 3 шестеренки. 3 шестеренки — это 3 жизни. Каждому зайчику на катку дается 3 жизни. Это звук погони, если что. Так вот, когда эти 3 жизни тратятся, и тебя поймал волшебник, ну, когда шестеренки уже, считай, пустые, тебя поймал волшебник, и он тебя может убить. Если он хочет, конечно. Сань, ты что, разрядился, что ли, получается? Да. А что, Саня валяется, я рассказываю. Вот, когда заяц полностью разрядился, заряд кончился, то есть шкала стала полностью серой, вот он начинает вот так вот лежать и ждать, пока товарищи подойдут. Но товарищи не всегда подходят, кстати. Масленка. А, масленка. Вот смотри, и меня уже, получается, 3 раза поймали. Или меня не 3 раза ловили, может быть, я еще где-то падала сильно. Короче, от сильного падения тоже шестеренка тратится. Вот, масленка, которая в моих руках, она находится на картах в ограниченном количестве, и она восстанавливает, смотри, левый нижний угол экрана, 1 шестеренку, то есть 1 жизнь. То есть, буквально секунду назад, если бы меня поймал волшебник, он меня бы убил тут же. То есть, он имеет такую возможность меня убить просто вот прямо сейчас. А теперь, когда у меня есть 1 шестеренка от использования масленки, которая восстановила мне жизнь, то, собственно... А, это уже, что ли, открытый ящик? Я хотела открыть отмычкой. То, собственно, я буду жить дольше. Убить он меня уже не сможет. Так, а что у меня? Конфеты я набрала. Конфеты можно выкинуть, в принципе, если меня подзарядил кто-нибудь. Конфеты Q-дроп. Выбросить. Тут еще есть механика паники какой-то. То есть у меня уже почти 2 полосы. Механика паники — это тоже левый нижний угол экрана. Маленькая шестеренка, в которой зайчик на зеленом фоне, это механика паники. Я до сих пор не понимаю, как она работает. Но паника в этой игре гасится тем, что ты находишь плюшевого зайчика в инвентаре у кого-нибудь, упавших товарищей, гладишь этого зайчика, и у тебя все становится хорошо. Паника исчезает. То есть желтая шкала становится пустой. Это, короче, чтобы открыть вот эти вот ворота, которые там наверху, нужно вот в эту штуку вставить гир. То бишь шестеренку. Сань, а ты вот на том этаже, на котором мы оказались, на 2-м, ты знаешь, что делать? А, ой, гир вижу, прикинь. Вот, давай ставь туда. Да, я пойду туда ставить. Просто случайно нашла. То есть, ну, на самом деле, места спауна у гира, они существуют. Их можно выучить, потому что вот, например, на другой карте, в которой я разбираюсь лучше, чем в этой, я уже даже могу приходить на места спауна шестеренок. То есть, в принципе, тот, кто много наиграл и много чего запомнил, ему, конечно, легче. Но вопрос, интереснее ли? Так, надеюсь, в этой катке у нас получится что-нибудь посмотреть и тебе показать. Вот этого я даже не видела. Вот при таком звуке нужно немедленно нажимать кнопку F. Кнопки, которыми пользуются зайцы, они в правом нижнем углу экрана. Немедленно нужно нажимать кнопку F для того, чтобы волшебник не мог определить твое местоположение. Так, вот, короче, опять гир надо ставить. Давай дам. Кому? Радар. А? Радар. А ты где? А я не вижу ни твоих отметок, я их только слышу. Ну там же, где только что ставила шестеренку. Ты на первую бежал? Нет, я там, где шестеренку ставила, я поднялась по лестнице наверх. Ща, подожди, защиту взяла. Зайчик, смотри, это просто сигнализация. Он устанавливается вот так вот. Если подходит волшебник, этот зайчик начинает издавать звук. Джингл бан называется.
бери. А, во. Ты хочешь, чтобы я рассказала про радар? Давай. Радар, Ну. короче, предмет, который используют зайцы при поиске различных предметов. Например, так мы ищем заводной ключ, так мы ищем какие-то клады, я не знаю, что это такое, какие-то, может, ценные предметы. А вот так мы ищем шестеренки. Чем ближе ты находишься к шестеренке, тем больше звука издает радар. Собственно, сейчас мы отдаляемся. Я упала вниз! А, я упала не совсем вниз. Я тут думала, на первый прям улетела. Слушай, Сань, ну если этот радар работал вот на том этаже, на котором мы были, это, кстати, какой? Мне кажется, это не факт. Это какой-то промежуточный этаж. Ну прямо сейчас звук какой-то у радара был. То гир должен быть где-то рядом. Я тоже так же искал прямо здесь, рядом, недалеко. И мне кажется, он так где-то было ниже. Ты думаешь, он бьет через этажи? Да. Как У так? тебя же, говоришь, локпик есть? Нет, я уже открыла вот этот вот ящик. Я его открыла. Возможно, он показывает гир, который находится вот там через стену, а мы туда не пройдем. Но тогда нам вариант искать здесь. То есть, короче, радар полезная штука. Можешь им пользоваться, если найдешь. Его можно подобрать у зайцев, которые валяются по всей локации. Ну, в общем, либо в сундуках. много и в сундуках, да. Вот так вот сундуки выглядят. Они открываются при помощи ключей. Финальные ворота открыли, и сразу же время сдвинулось на 5 минут. Подожди. А что нам теперь делать? Пошли другой выход искать. У нас уже просто киберспорты, эти зайцы, пробрались до 4-го этажа и открыли финальные ворота. То есть было вот это сообщение Final Gates Open. А вот теперь вот вопросик. У нас есть 4,5 минуты для того, чтобы выбраться с карты, иначе зайцы умрут. Интересно, Саня на велике едет. Велик — это, кстати, средство убежать от этого волшебника. Но, как показывает практика, он очень часто тебя все равно словит, поймает и выбросит. Мы тупо круг навернули. Да ты чё? Я говорю, эту карту я плохо знаю. Но сегодня мы записываем как есть, потому что, повторяюсь, это экстренная запись. Демо-версия вот-вот закончится прямо сегодня в течение нескольких часов. Ага, сигнализация сработала. Вот про это рассказала или нет? Вот так вот выглядит сработавшая сигнализация. И на ее завод, то есть на то, чтобы активировать эту сигнализацию, наш противник-волшебник также тратит 1 заводной ключ. Так, а что тут у него мигало такое? Там шестерня была. Гир. А нам нужен гир? Ну, это возвращаться и долбить в этот. Там же вот был. А здесь как мы можем, что на этом этаже можем сделать, чтобы пробраться на 4-й? Я так понимаю, что мы на 3-м? Это разве не 2-й? Ну смотри, мы на пушке прилетели и еще открыли шестеренкой, и еще выше выход. Судя по всему, мы на 3-м. Ну, тут пушка есть. Иди сюда, давай я тебя запущу на пушке. А потом сам пойду искать. А у пушки гир вставлен? Нет. Так, у нас, короче, Dustix Zero Escape, то он у нас вышел и сидит, чилит. Вот так вот нужно сделать с пушкой для того, чтобы она начала работать. Все, Сань, поехали. Сейчас меня Саня запустит. Но у нас серия, просто видишь, называется «Что вижу, то и делаю». У нас осталось 2 минуты 20 секунд для того, чтобы выйти с карты. Вот в пушке, я говорю, единственное обидно, то что оператор этой пушки остается на своем этаже и ничего как бы сделать не может. О, веревка у меня, кстати, есть. Я не показала, как веревка работает. Короче, веревка — это такой, знаешь, типа шорткат для твоих тиммейтов. То есть для того, чтобы тиммейты срезали путь и быстро добрались, например, с 1-го этажа на 2-й, со 2-го на 3-й, нужно спустить им веревку на специально отведенном месте.
Но, к сожалению, поблизости я не вижу специально отведенных мест для веревки. И у нас около 1,5 минут для того, чтобы выйти с карты. А вот как выйти с карты, никто не знает. Так, возьму с собой защиту на всякий случай. Не убили. Да черт, а финальные ворота вообще это как выглядят-то? Вот здесь вот это ворота, которые открываются. Похоже. Волшебник нас ищет. Я лучше полежу. Правда, палевно лежать рядом с морковкой. Блин, я за минуту, наверное, не успею ничего сделать. А почему он поставил... А, вот же колесо. Колесо обозрения. Это, если его запустить, то это способ попасть на 4-й, на финальный этаж. Где уже находится выход. Слушай, а вот эта штука. Точно. Сейчас попробуем, если меня этот мэджик не убьет. Попробуем активировать штучку и прилететь на 4-й. Я же говорю, вариантов попасть с одного этажа на другой на самом деле несколько. Пишет, ты можешь попробовать, второй выход открыт. 20 секунд вряд ли я успею, но уж как есть. Сейчас ко мне мэджик подойдет и меня просто убьет. 9 секунд до конца катки. Блин, я мини-игру проигрываю. Ну все, 3 секунды. И смотри, он меня разорвал на части, и катка кончилась. Потому что у меня уже не было шестеренок. То есть у меня не было жизней. Очки 977 статистика. Тут, короче, в этой игре еще считается ММР. ММР это матчмейкинг рейтинг. Короче, насколько хорошо или плохо ты играешь, ты от этого получаешь какую-то циферку, которая высчитывается в меню. И таким образом в этой игре как бы уже реализован подбор игроков по уровню их способностей. То есть ММР отражает, насколько хорошо ты ориентируешься в этой игре, насколько хорошо ты совершаешь какие-то определенные действия. Вот как-то вот так. К сожалению, в этой катке не удалось показать финальный выход и вообще, что из себя представляет 4-й этаж. Но поехали на следующую и попробуем там посмотреть. Итак, внеплановый видосик продолжается. Ага, мы оказались на другой карте. Тут начинаем сразу лутать. Очень хорошо выпадает ключ. Так, выпадает локпик. Открыть какой-нибудь замочек. Так, короче, вот эту вот штуку, которую нужно пробить молотком 4 раза, она открывает вот этой вот... как мы будем с тобой это называть? Воздушная дорога. Она открывает вот эту воздушную дорогу, которая находится за решеткой. И сюда нужно ставить гир. Так, ну гира поблизости я не вижу. Иногда гир спаунится здесь на этих, на столах. Тут аккуратно, он рядом. Вообще рядом? Да. Падаю. Ходит по первому, вон я увижу. А, он активировал защиту. Можно назвать его сторож, видишь, выглядывает. Ну, это как бы сигнализация такая. Открою вот этот замочек. Точнее, ящичек. Так, что у нас есть? Шарики, это просто препятствие. Короче, вот эта вот кукла Cuddle Bun используется для того, чтобы унять тревогу. Тревога — это вот шестеренка с зайчиком на зеленом фоне в левом нижнем углу экрана. Так, ну вот это бы открыть, конечно. Вот это вот прям прямой проход на 2-й этаж. Где-то надо взять гир. Я, короче, когда только начинала играть, вообще было ничего не понятно. Я думала, что когда зайцы бегают на шифте, вот так вот я иду, а вот так вот бегаю на шифте. Я думала, что это слышно для этого мэджишена, но для сокращения я его просто называю мэджиком, а не мэджишеном. Так вот, я думала, что мэджику очень хорошо слышно, как мы бегаем. На самом деле нет.
На самом деле, как я поняла, никто не слышит, как ты на шифтах бегаешь. Я О-о-о. его отметил. Вот-вот, воздушные шарики — это один из способов как бы оторваться от преследования. Но это не помогает. Да. А тут что? А ты где, Сань? Меня поймал. Так и ты сейчас где? В клетке. А, все вижу. А как ты там оказался? Ну, меня поймал. Не, я понимаю, он тебя что, унес, что ли? Ну. Он там ходит. Я упала. Он защиту подрубает. Ну, это киберспорт. Киберспорт, ну окей. Так, вот так вот я могу освободить Саню из клетки. Клетка — это для мэджика такой классический способ для того, чтобы... Ага. Молодец, чувак, упал. Ну, встал. Меня опять поймал. Все, я в дыру пихнулся. Ага. Короче, если он тебя преследует, то можно прыгнуть в эти вот дырки, как бы в норке. Ну, это после того, как он тебя поймал. Да, то есть норки просто так не активны, а именно вот после того, как он тебя поймал, и ты от него убегаешь. Так, надо что-то предпринимать. У нас, похоже, зайцы, которые не знают, как играть, а противник очень даже знает, как играть. Так, я гир вижу. А как же допрыгнуть-то? С разбега. Это, можно сказать, одно из немногих мест спавна гира, которое я запомнила. Запомнила я так, то что здесь вот такой вот туалет, и там рядом столы. Он прямо тут где-то. А сейчас бы понять, куда гир нести. Я тоже с гиром. Слышь, Сань, а чел-то уехал на второй. Ну, он набил. Он меня видит. Меня увидел, хотел схватить, я убежала. А куда ж я убегу-то? Нет, это мой ключик. Мэджику тоже нужны ключи. Поэтому, конечно, он их собирает. Потому что нашему противнику тоже нужна подзарядка. Я после этой катки, неважно, чем она закончится, я зайду за Мэджика для того, чтобы показать, как работает игра с его точки зрения, с его стороны как бы. Ты далеко от меня? Нет, а ты бьешь? Ага. Да, давай, беги. Там просто защита стоит. Ну, я где-то в этом районе. Да-да-да, я тут. Можно ехать? Да, да, езжай. Ну вот, короче, командная работа пошла. Я ничего не делала, но уехала на... Как ее назвать? Воздушной лестнице. Прикольно, да? Рельсовая. Рельсовая лестница. А, ну вот смотри, например, возьмем этого зайчика, и смотри, левая нижняя сторона экрана. Ах ты, он на меня вышел. Да это мой ключ, я только что взяла его. Меня скинули, у меня 2 шестеренки нету. Короче, у меня вот так вот после таких манипуляций минус 2 жизни, и для того, чтобы их восстановить, нужно масло. Ты далеко? Нет, я прямо здесь. Подзаряди меня. Мне кажется, он там стоит на этом... На втором. Кемперит? Да, и занимается вот этим всем.
Давай я тебе сейчас еще эту моноколесо отдам. Давай меня тоже заряжай тогда. Уставляй. А, Ты же забрала мой. забрала. Смотри, хоба. Это вот работает на кнопочку Z, правый нижний угол экрана. Достать ключ из инвентаря и поставить себе в одно место. Интересное. Забирай уже ключ. Ты полетела? Да, все, попытка номер 2. Вообще, по визуалу игра выглядит серовато. Такое ощущение, то что... Ну, ясно, понятно, что здесь все, скорее всего, отрисовано самими разработчиками. То есть все в этом плане хорошо. Но она выглядит очень серой. Защиту свою поставил. Так, смотри-ка, вот эта вот штука, чтобы на ней уехать, мне нужно долбануть. А где долбить? Он с гиром идет. Чел с гиром идет. Смотри, Стоун вот прошарен, он сейчас откроет эти ворота. Но ворота, они как бы всегда соединяют вот эту вот штуку, вот эту дорогу вместе со штукой, куда нужно долбить молотком. Как бы, иначе зачем их открывать? Где она? Тут где-то или как? Я не сильно разбираюсь просто. А что-то поблизости ничего нет. А, нет, вот есть. Я набью, может быть, Стоун уедет первый, а я потом вторая. То есть на одну поездку на этой воздушной дороге нужно... Ты чё, в смысле? Он пришел на шум, причем оперативно. Такое ощущение, что кроме меня никто не шумел. Все. Знаешь, что это означает? То, что буквально в следующий раз он может меня убить. Прыгаем в дырку и телепортируемся куда-то в другое место. Это я где? А, ну хорошо. А, хотя нет, нехорошо, нехорошо. Как выйти? Эта же штука... да, она подключает вот эту дорогу, которая с решеткой. А веревка здесь скидывается, мне никто не скинет. Такое ощущение, что он где-то на первом. То есть зайцы-то вот эти вот как бы умершие валяются по всей карте именно для реализации механики Play Dead. Притвориться мертвым. То есть сейчас я как раз это и делаю. То есть когда мы слышим звук вот этот вот, и когда нам нужно, чтобы противник нас не заметил, ну тут, конечно, 50 на 50, мы вот так вот тут валимся и лежим сколько угодно. То есть именно для этого на карте повсюду разбросаны эти зайчики. Это что, веревка? Да Ну, ладно. У тебя заряда хватит. Да. Я нашла веревку, прикинь. Там еще кто-то лестницу открыл. Красиво. Интересно, кто веревку прицепил? То есть веревка это такая помощь тиммейтам, но не только тиммейтам, но и себе тоже. Потому что если тебя этот Magician поймал и уронил на первый этаж, то, конечно же, по веревке забраться куда легче. Вот это штуки, через которые он телепортируется. Я планирую сегодня быстренько, у меня времени просто очень мало, быстренько зайти и показать тебе игру за этого Magician. Так, защита есть. Но ее можно обойти. Вот здесь они сделали не очень. И сам наш противник, волшебник, он не выбирает, где ставить ловушки. Эти ловушки поставлены разработчиками. Он может их просто подключить. Интересно, Стоун будет не против, если я уеду?
Побежит? Ну все, он сам хочет уехать. Пусть тогда он уезжает, потому что это будет справедливо. Он активировал себе вот эту дорогу. Да ладно, он меня убивает! Слышь, Сань, если он злой дядя, то он меня сейчас убьет. Да, он меня убил. Это же киберспорт. А ты не хороший человек. Так, спектейт. Ну, давай наблюдать. Стоун, ага, Стоун залег. А он же успел уехать на 3-й этаж? Мне кажется, он не успел. Мне кажется, он убежал. Это ты, Сань, что активируешь? Лестницу. Это на какой этаж? На 3-й. Ну, короче, у пацанов есть все шансы. Стоун валяется тут. Наверное, этот Мэджик ходит рядом. Ну, в общем, я хочу сказать то, что на данный момент это альфа-версия. То есть мы получили доступ к игре за бесплатно всего лишь на неделю. Ну, собственно, как и все другие пользователи Стима. Видимо, таким образом разрабы хотят популяризировать, показать свою игру, которая уже несколько лет находится в разработке. Ну, мнение мое лично такое, что визуал достаточно бедный, как по мне. Хотелось бы видеть цирковые вот такие вот локации все-таки какими-то более яркими, более красочными, примерно как в игре Killer Clowns, например. Очень яркая игрушка. Вот, хотя, конечно, есть большое уважение к тому, что разработчики вообще сделали. Они сделали действительно рабочий проект, который не багает, не лагает. В нем реализованы много какие механики. Единственный вопрос в том, насколько со временем, после там 10-20 часов, это будет интересно проходить. Вот это большой вопрос, и напиши в комментарии, что думаешь вообще по поводу перспектив этой игры. Я, например, лично думаю, что если она будет стоить не очень дорого, то я ее куплю. Но если она будет стоить, типа как стоит Техас или Клоуны, то я за такую цену покупать, наверное, не буду. В целом... В целом есть ощущение некоторой сыроватости, что ли. То есть такое ощущение, то, что тебе вот 30 минут катки дают, и тебе за все это время нужно таскать шестеренки тяжелые, вот как Саня сейчас тащит, для того, чтобы открывать выход. Но определенного, как сказать, азарта преодоления здесь нет. То есть, если ты хочешь азарт, то тебе надо идти в Техасик, например, потому что там действительно прям ты чувствуешь, как ты вливаешься в эту ситуацию. А здесь игра с интересным сеттингом, скажем, но которую визуально можно было сделать бы лучше, как по мне. Хотя все это неплохо. Деревянные зайчики, волшебник, все такое. Саня, он к тебе идет, уходи. Так, Саня пытается убежать на велике. Хорошо, лучше так, чем он тебя поймает. Ага, он взял, тоже спрыгнул. Так, посмотрим, Стоун у нас пробрался куда-то. Я так и не знаю, на каком он этаже. Ну, как бы серовато выглядит игрушка, как будто все в таких серых прямо тонах. Хотелось бы что-то более яркое. Но кому как. То есть, например, на долгосрочную перспективу я не вижу, чтобы я сидела и там по вечерам играла в эту игрушку. То есть, мне кажется, конечно, это субъективно мое личное мнение, но мне кажется, что она надоест через достаточно короткий промежуток времени. В целом, и кооператив возможен только за сторону зайчиков. И, к сожалению, здесь не получится поиграть кооперативно за, как бы, как сказать, сторону маньяков, то есть сторону волшебника. Вот, я не знаю, зачем сейчас реализовывать такую модель. Почему разработчики решили именно так? Если бы они сделали кооп из двух сторон, то это было бы круче в 10 раз, мне кажется. Так, Стоун, короче, что-то там активирует, и похоже, он на 3-м. С ним еще какой-то чел. С ним Дельта, да. А вот, Сань, ты сейчас на месте, на котором меня он ловил все время. Я пыталась эту темку активировать, и он меня все время ловил.
Они на 4-м уже, что ли? Не, так а ты на каком? Я вроде на 3-м был. О, Так. здравствуйте. Над тобой имя прям. А, Почему так? с меня считай, лут выпал, да, когда он меня разорвал? Ну да. Стон что-то завалился отдыхать. А Дельта убегает вовсю. Я не понимаю, Сань, выглядит так, как будто бы они не на финальном этаже. Да? Так, Саня ищет шестеренку. И в целом такое ощущение, как будто бы нас немножко обделили, ну вот именно в момент катки, как будто бы обделили всякими звуковыми сопровождениями, скажем, музычкой какой-то. То есть здесь есть звук погони, он прикольный, да, нормальный. Но при этом в целом здесь как-то очень тихо. Даже не знаю. То есть, если оценивать, например, по шкале от 1 до 10, то ты вот, Сань, сколько дашь? Ну, 5, 7. От 5 до 7. 5-7, ну да, где-то так. Я просто хочу заметить то, что это не просто какая-то инди-игра на коленке, которая действительно кривая, у нее ничего не работает. Здесь все работает. Механики работают, сервера работают. Сколько они там этих тестов, серверов проводили, у них все хорошо, классно. То есть с душой как бы подходят к этой игре. Но, повторюсь, на долгосрочную перспективу у меня есть сомнения. И, опять же, какое у нее может быть развитие? Типа, например, другие волшебники, например, с другими обилками. Ну, чуть позже поймешь, о чем я говорю, когда пойдем за Мэджика, я просто покажу, как за него играть. Хотя я не сильно понимаю, я хочу показать именно его механики. Так, Дельта, короче, Дельте нужен гир. А у меня заряда мало. Ну мне, кстати, в режиме того человека, который наблюдает, мне не виден ваш заряд. Так, Сань, ты, получается, на 4-й? Похоже, да. Похоже, Саня добирается до финального этажа. Но финальный этаж, да-да-да, это 4-й. Но финальный этаж это не конец. Здесь нужно поставить 2 шестеренки для того, чтобы ворота открылись. Конечно, тебя уже ждут. А Стоун зачем стреляет пушкой в колесо? Блин, Саню поймали. Ну вот, короче, в этом суть игры за Мэджика. Он должен как бы приходить в те места, в которых зайцы активируют какие-то механизмы, и сбрасывать их как можно дальше. На первый этаж. Это как царь горы. Это как царь горы, только царь цирка. То есть, так или иначе, здесь круговые такие этажи. И тебя будет постоянно скидывать, а ты должен забираться при помощи веревки, при помощи лестниц, при помощи различных механизмов. Ты просто постоянно карабкаешься вверх и пытаешься сделать так, чтобы открыть финальные ворота. То есть, вот это такая концепция игры. Так, а Стоун у нас... что у нас? Он не знает, наверное, что делать? Ну, в смысле, может, он не шарит, как колесо подключать? Или, может, он ищет гир? Ну, видишь, киберспортсмен сейчас теперь будет сидеть просто на 4-м этаже. Да, то есть тут, знаешь, какие-то вызываются некоторые сомнения по поводу баланса в этой игре, потому что баланс это же у нас главное. То есть смотри, противник, волшебник, Magician, он видит то, что у нас зайцы добрались уже до 4-го этажа, и им нужно помешать выйти именно на 4-м этаже, без разницы, что они там делают на 1-м, на 2-м и на 3-м. Понимаешь, какой смысл? Вот этот вот волшебник, он просто встает на выход на 4-й этаж и стоит там. Ждет тебя, пока ты своими нереальными усилиями доберешься. А что ты в итоге сможешь сделать? То есть ты придешь, он тебя поймает и скинет. Это как-то сомнительный баланс. Или надо придумывать какие-то схемы, именно как-то кооперативно туда приходить. Он за одним охотится, а второй пока ищет шестеренку. То есть, как бы да, элемент рандома такой есть. Но при этом я пока что недостаточно наиграла, недостаточно видела игровых ситуаций для того, чтобы сделать какие-то выводы.
Что, например, делать с тем противником, который просто стоит? Да, он просто стоит на том месте, куда ты прибываешь. Вот яркий пример. И вопрос, может ли действительно заяц что-то сделать в этом случае? Саня, это бесполезно, он стоит там, куда ты приедешь. То есть, возможно, это невозможно, а 100%. Вот эта вот лестница, ой, воздушная вот эта штука, короче, это не единственный способ попасть на 4-й этаж. Но даже если ты находишь шестеренки и попадаешь на 4-й этаж другим способом, тебя все равно противник увидит и будет за тобой бегать. То есть ты просто физически не сможешь завести, ну, как сказать, взять, поставить эти шестеренки на 4-м этаже, чтобы выйти, потому что он будет постоянно за тобой бежать. Тебе нужна какая-то поддержка в виде тиммейтов или что-то такое. И то, кстати, не факт, что получится. То есть пока что все, что я видела, это зайцы, которые оперативно проходят на финальный, на 4-й этаж. Туда приходит волшебник и просто там стоит и скидывает их, либо убивает, если уже все шестеренки потрачены. Это ситуации, которые я видела. Вот, кстати, Дельта сейчас погладил зайчика, это тот, который убирает тревогу. Кадлбан. Или Кэдлбан, кто его знает. И фактически у нас в этой катке остались 2 человека, которых волшебник скинул вниз. Просто 5 минут, пацаны. Он просто спрыгнул и лег. Ага, Дельта что-то пытается. То есть, получается то, что волшебник краем глаза видел то, что кто-то упал, но он взял другую куклу, другого зайца проверил, а этого не стал трогать. Не, ну тоже нормально. Но вот, допустим, смотри, противник знает то, что осталось 2 живых игрока. И, естественно, когда появится звук открытия каких-то механизмов, звук активирования каких-то механизмов, сразу же он придет туда. Я вот сейчас уверена, что он уже здесь, да? Он уже здесь. Ну что, Сань, как ты оцениваешь шансы? Нулевые. А как вообще предполагается в этой игре, как предполагается в нее играть, если у тебя просто этот мэджик стоит на 4-м этаже? Я не знаю. Надо с собой кучу фейерверков иметь. Постоянно восстанить, эти дымоухи кидать. Не, ну, кстати, да, ты можешь попробовать применить вот эти вот фейерверки, дымовые завесы, когда тебя противник может просто потерять из виду. Но, опять же, мне кажется, тогда штурмовать 4-й этаж нужно втроем, например, вдвоем, но точно не в одного. Потому что если ты идешь в одного, то все внимание будет на тебя. Это, кстати, сейчас Стоун показал классный вариант. Это не обезвреживание ловушки, которую ставит этот Magician. Это именно дымовая завеса, которая делает тебя невидимым для этой ловушки, для этой сигнализации. Интересная штука и хорошее применение этого предмета. Также можно в эту ловушку стрелять фейерверком. Ну вот, видишь, которая по левую сторону, она обводится таким красным радиусом. В эту ловушку можно стрелять фейерверком и тем самым ее деактивировать. Он собрал какую-то шляпу и теперь видит зайцев. То есть в последние минуты катки появляется какая-то шляпа? А я не знаю. Типа вот сверху экрана, около счетчика, около таймера, там появилась какая-то шляпа. Я не знаю, что это значит, у меня недостаточно игрового опыта в этой игре, чтобы сказать, что это. Но, короче, осталась 1 минута, у пацанов 100% нет шансов, потому что их обоих скинули на 1-й этаж.
Кого-то даже в клетку посадили. О, он, кстати, веревку нашел. Но он доберется, например, до второго, а там дальше сделать ничего не сможет, потому что за ним уже выехали. Сейчас, в общем, быстренько сбегаем. Не для того, чтобы играть катку, а для того, чтобы я показала, как играть за этого самого загадочного мэджишена. Да, и как раз конец катки. Шоу окончено. 0 зайцев сбежали, а вас убили. Вот такие вот перспективы. Так, я подгрузилась за волшебника для того, чтобы показать вам, как вообще игра выглядит с его точки зрения. Вот так вот все это выглядит при загрузке. В правом нижнем углу у нас сейчас идет кулдаун у обилок, которые нужно постоянно использовать. Я уже ловлю первого зайчика. Вот и второй тут бежит. На правую кнопку мыши я его лутаю. Ага, у него уже есть ключ, собираем. Он у меня выпал. Это один из вариантов. Один из вариантов. Если заяц хорошо нажимает вот эту кнопку мини-игры, то есть успевает это быстро сделать, да, его еще можно не поймать. Видишь, какая игра интересная пошла? Мне выпала карта Тини Покет. Короче, я предполагаю, когда заяц у тебя из рук сбегает. Когда, например, я играла за зайца, ты как бы видел или видела то, что у меня не получалось так сбегать. Если заяц сбегает, я предполагаю, что он хорошо играет в эту мини-игру на натыкивание кнопки мыши. Но я могу ошибаться, потому что я в этом не шарю. Я говорю, я один раз только заходила за Мэджика играть. Я вообще, в принципе, в этом не сильно понимаю. Вот это все телепорты. Вот так это выглядит. Так, у нас там что-то там открывали, только где, как, непонятно. Кого-то слышу. То есть, в принципе, если они на шифтах бегают близко, то их можно услышать. А если далеко, то, конечно, ничего слышно не будет. Так, лут. Лут, и надо бы в клетку поставить. В клетку положить. А, я забыла, как клетку ложить. Там же на Е, по-моему. Но в любом случае он шестеренку потратил. То есть быть пойманным в любом случае это неправильно, нехорошо. О, они уже это поставили. Сейчас закрываются ворота, уже уехал чел на второй. А, его так нельзя поймать или можно? Короче, он активировал вот эту вот штуку и уехал. Можно, в принципе, телепортиться на второй. Это у нас F. Amusement Hall 2. 4. То есть нам тут обозначается, на какой этаж мы телепортируемся. Я, короче, за Мэджика не шарю. Тут надо наигровка. Тут нужна наигровка, и нужно понимать, чё, куда ты телепортишься, что делаешь. Ага, еще нужно знать, какую кнопку жмать. И, кстати, да, лутать можно и тех зайцев, которые не живые, которые просто валяются. Вот так вот подключается сигналка. Все. И на каждый завод этой сигнализации нужен ключ. А, как раз, кстати, удобно, потому что здесь вот это вот место, откуда они уезжают на третий. Вот это вот что, вот как? Ну, в принципе, мы сейчас не пришли сюда для того, чтобы покорять киберспортивные вершины.
Мы пришли просто посмотреть механику, как это работает. Опа! Это что меня сбило такое? Какой-то прошаренный заяц меня сбил. Так, лут показал, что у него ничего нет. Вот эта вот штучка, это телепорт зайца на другой этаж. Может его просто кинуть? Давай его просто кинем. Ну, естественно, кидаем их на первый этаж. Все, что делает с нами, то есть идем за зайца, запоминаем, что делают с нами, и делаем то же самое. Как-то так. Вот эти вот штучки, они телепортят. А обычные решетки, они как бы оставляют зайца на том месте, на котором он есть. О, кстати. Назад. А? На Z можно сделать эту штуку. А Z это что? Поиск зайцев. А, Z это как раз вот этот звук. Угу. То есть вот почему зайцы начинают активировать эту механику Play Dead, то есть притворяться мертвыми, когда волшебник нажимает на кнопку Z. То есть сейчас вот мы видели то, что два зайца были обведены красным контуром. То есть те, которые продолжают шевелиться в этот момент, их волшебник видит. И если он прошаренный, то он к ним придет. Или к тем объектам, с которыми они будут взаимодействовать. Вот видно, например, он несет гир. Здесь двое. А, надо было на Е нажимать. Короче, я так поняла, что один вперед убежал, а второй вот сюда, да, в этот район. Так, Банни залутан 10 очков. Во, его надо вот сюда сложить. Е. Все, в клетку на Е надо ставить, а я все на кнопку мыши пытаюсь. Здесь кто-то был, я его видела. Я видела, что здесь кто-то был. А, кстати, мне и самой надо зарядиться. Обрати внимание, левый нижний угол, количество ключей, которые я собрала. И количество моего личного подзавода. Потому что в этой игре и зайцы, и волшебники нуждаются в том, чтобы был завод вот этим заводным ключиком. Ctrl. Вот так происходит зарядка, самозарядка. И она очень быстрая, в отличие от зайчиков. I'm ready for my next act. Ага, у нас бежит на сигнализацию и не стесняется. Чё, совсем не стесняешься? Hey, да, можно не попасть. И по мне тоже не попадали. Вот так работает. Ага, вот это тут фейерверк, защита. Он прыгнул. А я не могу взаимодействовать с шестеренкой? Получается, я предметы не могу трогать. У меня такое ощущение, что я кого-то слышу. И, кстати, у меня остался один заводной ключ, и надо бы как-то восполнить это дело. А, это тупик. Ну, так как локации круговые, как бы да, иногда попадаешь в тупики. Ну, и ясно, понятно, то, что все это нужно изучать, понимать, как быстро телепортиться там. Поймала, смотри, он открывал коробку. Кидаем его на первый. Ай, коробка была. Можно было в клетку посадить.
Ну, в принципе, пофигу. Потом, для того, чтобы вложить карту в инвентарь пойманного зайца. Ага, хорошо. Нужно нажимать на С. С. Выбирать карту. Например, зайцы не могут зарядить в течение 120 секунд. Выбираем карту, и в следующий раз появится функция, когда мы поймаем зайца, будет функция эту карту вложить ему в инвентарь. Ну, я думаю, понятно, как это работает. Это сработал зайчик, сигнализация уже направленная на меня конкретно. Так, как там, что там шептать-то на Z? Да. Я вот, знаешь, Сань, я хожу как обосранный олень. А я стою, пытаюсь поймать на правую кнопку мыши. Короче, Саня сейчас параллельно тоже за Мэджика играет. Еще одна безжизненная кукла. Так, мне что-то, вот знаешь, такое ощущение, то, что надо телепортиться куда-то. Видишь, как круто это выглядит? Вот это наш пациент! Так, как ему вложить карту? Ключ взяли, как вложить карту? А единица? Карта вложена. Кидаем. Ничего он тут не открыл. Нет, кто-то что-то делает. Но опять же, видишь, от чего зависит? Чтобы быстро туда подойти. Ага, чтобы быстро подойти, надо как-то телепортнуться. Но он активировал вот эту штуку, он к ней будет идти. А, кстати, ловушка на Q, смотри, смотри, смотри. Ага, вот так устанавливается ловушка с механическим зайцем, который тебя грызть начинает. Прикольно, то есть 4 использования ловушек за катку. Ну-ка. В целом, даже, знаешь, как бы одиночная игра за волшебника. Ну, иногда даже кажется, что она как-то более, что ли, разнообразна, чем у зайцев. Они открыли все-таки вот эту вот шестерню. Я поняла, что они сделали. Я поняла, что ты делаешь, зайчик. Как ты не поймал? То есть тут нет наведения. Какого-то супер наведения на зайца здесь нет. Ага, 6 ключей, да ладно. Вот так, вот этого заводим опять. Или нельзя, или кулдаун. И смотри, что я могу делать. Он открыл вот эти ворота, которые справа. Смотри внимательно. Я могу их закрыть. Вот еще в чем проблема игры за зайцев. То есть шестеренка поставлена, но им нужно будет приходить и крутить все это дело. Погодь. Через какое-то время эта, что ли, штука сама активируется? А, вот вы где. У меня двое тут. Двое со мной на этаже. И чё, куда ты бежишь? Это сейчас сработала ловушка на меня. Так, давай что-нибудь выбирать. Какую-нибудь карту. Ловушка. А, кстати, на Q. Вот сюда я бы поставила этого зайца. Это заяц-импостер. Интересненько. Подзарядить? Нет, заряжаться пока не будем. F это у нас телепорт. А какой-то телепорт на этом этаже есть? Magic. Прикольно. Озвучку прикольную они сделали. Так, а что у нас открыли? Только не говори, что те же самые ворота.
Ну, конечно, те же самые. Ты чё, заяц? Так, подкладываем ему карту, чтобы она не значила. В любом случае, ничего хорошего. Скидываем на первый. И ворота надо закрыть. Здесь такой вход, знаешь, не очень. Здесь им нужна одна шестерня, и потом еще одна для того, чтобы пройти. Так, что они у нас делают? А, у нас уже на третьем? Да ладно, у нас реально люди уже на третьем. Не, ну а чё? Все, он поехал, он поехал. Здесь еще кто-то? И вот эти ворота надо закрыть. Закрываем, и нам нужен телепорт на 4-й. То есть у нас кто-то, наверное, выйдет сегодня. Ну, ничего плохого в этом нет. Пусть выходят. Не могу понять, на первом, но здесь кто-то был. Кто-то точно здесь был. Все, телепорт на финальный этаж. Мы с тобой за зайцев не смогли посмотреть финальный этаж, но за Мэджика мы посмотрим. Вот такая вот штучка. Так вот это все выглядит. Это как бы центральная область, куда нужно вставить шестерня. Активируем, и стало 5 ключей. И надо себя еще зарядить. Слушай, еще бы знаешь, что сделать? Вот сюда поставить зайца. Все, хорошо. Ловушки расставили. Вот, и как бы 2 шестерни. Им нужно... 2 шестерни, говорю. 2 вот эти... 2 механизма с шестеренками. Им нужно сюда поставить шестерни, и все будет окей, они выйдут. Вот это финальные ворота так выглядят. Все, это выход из цирка. Я говорю, некоторые применяют технику за волшебника. Просто тупо стоять здесь. То есть, видишь, что эта воздушная дорога ведет как раз вот сюда. И в сегодняшней катке, в какой-то, по-моему, во второй, мы как раз сюда перемещались, и здесь стоял волшебник и нас ловил. Я не знаю, как этого избегать. Нужно реально с каким-то, видимо, с этим, с оружием, с фейерверками приходить, что-то делать, пытаться. Так, вот это тоже активируем. Ну а что, ключи есть, почему бы нет? Карта. Так, например, вот такая вот карта. Я сейчас не вдаюсь в значение этих карт. Заяц упал. Вижу, вот в этой области заяц упал. Вау. Ну, кстати, стоит посмотреть. Смотри, как красиво. Комната интересная здесь. Это открывают, ну, наверное, 3-й этаж. Еще одна штука. А, и вот тоже финальный ворот. Подожди-ка. Саня, ты здесь? Да-да-да. Сань, ты знаешь, что финальные ворота не одни? Нет. А я вот сейчас знаю. Если кто-нибудь играл, напишите в комментариях, пожалуйста. У нас одни финальные ворота или несколько? Потому что, насколько я сейчас вижу, их несколько. Вообще непонятно. Так, вот в этот проход можно зайца кинуть. И у меня, в принципе, все использованы. Ну, тут надо максимально, мне кажется, максимальное количество ловушек подключать. Хоть какая-то сигнализация. Ага, вижу гир. Если бы я была зайцем, я бы подобрала.
Слушай, я думаю, что-то у меня кутиешка за мэнчика. А это я, наверное, видимо, подскальзываюсь на шариках, и мне кутиешку дают. То есть, когда зайцы тебе ставят ловушку, ты должен тоже поиграть в вот эту мини-игру для того, чтобы ее избежать. Да, слушай, 2 ворот. Это реально прикол. А то есть мы можем им мешать, как бы закрывать вот это все дело? Потому что у меня, например, здесь механизмы с красной лампочкой, то есть они не активированы. Наверное, на другой стороне они что-то активируют и уже скоро выйдут. Ну, У меня в общем, 2 вышло. ясно, понятно, да, что нужно хорошо знать карту, хорошо знать, куда перемещаться, хорошо понимать за зайца, что ты делаешь. И за волшебника тоже. То есть волшебник, в принципе, наверное, должен двигаться как-то побыстрее, чем я это делаю. Просто я не сильно шарю. И еще одна есть прикольная механика за волшебника, смотри. Называется шляпа. То есть, если, например, ты бежишь в погоне за каким-то зайцем, ты можешь успеть нажать вот такую вот штуку. И смотри. Вот это классно сделали. И этого зайца поймать на расстоянии. Пустые карманы. Как разочаровывающе. Сань, не знаю, что у тебя в катке происходит, а я пришла на 4-й этаж, короче, нашла 2 финальных ворот, и у меня никто шестерни не ставит. Угу. У меня пацаны вообще ничего не делают. Хотя у меня 4 живых, у нас все хорошо. У меня 2 вышли, и у меня закончилась катка. А, ты уже не играешь? Ну. Просто Саня пошел тоже параллельно мне на другую катку, чтобы изучать, что тут вообще происходит. Ну, я сейчас пытался поймать через шляпу зайцев через этаж. То есть я стоял на 3-м, а он на 2-м бегал. Ну, что-то у меня ни разу не получилось. Слушай, а вот эти вот сигнализации, которые мы активируем, так они реально многоразовые, что ли? А они же сами восстанавливаются со временем. То есть один ключ и все? И ты на коне? Да. Я зайцев подкладываю постоянно. Я одного запираю, 2-го подкладываю. Если кто-то придет его открывать, ну, помогать ему, на него заяц нападет. В принципе, просто вот есть такая вещь, чтобы эффективно играть за ту или иную сторону, нужно хорошо понимать, как играет противник, какие механики у противника. И то есть, знаешь, я в этой игре только когда сходила за вот этого волшебника, я только тогда поняла, чего зайцам нужно остерегаться и так далее. Какие, то есть, способности у него есть, что он может делать, а чего он делать не может. Давай-ка на 4-й все-таки схожу. Что-то я не понимаю, у меня сигналки не работают. Никто никуда не выходит, хотя я никому сильно и не мешаю. А я могу поднять? Реально могу поднять. Ты знал то, что зайца механического, которого мы подложили, можем поднять? Нет. Ну, то есть у меня ловушка лежит, я ее поднимаю и просто ставлю на другое место. Прикольно. У меня 4-й открывают. Лети. А теперь смотри, мы сейчас будем проверять теорию. Могу ли я закрыть финальный выход? Нет, финальный выход закрыть невозможно, Сань. Угу. Невозможно, он уже ставит, он уже открывает. Ну что, зайчик? Откроешь ты, не откроешь? О!
Bravo, what a show, little bunny. Вот это классная вещь. То есть он уже вставил шестеренку. Но пока что не смог ничего сделать, потому что я тут хожу. Импостер выиграл плюс 25 очков. Знаешь, что мне кажется? Что вот этот заяц, который добрался до 4-го, он пошел на другой выход. На второй. Так или не так? Нет. Короче, написано только, что было то, что вот 5 минут до конца катки какая-то потерянная шляпа появляется где-то. Что это значит? Если кто-то играл, напишите, что это значит, что за такая потерянная шляпа, что с ней делать, что вообще происходит. Слушай, а я успею... А телепортнуться-то я не могу, у меня кулдаун, и, наверное, до того зайчика я не успею, все-таки тот выход откроется. Телепортнуться... Мне кажется, смотри, он сейчас подерется с моей ловушкой. Видишь, он дерется с ней. И... Не успею я. А вот так вот, если... Видишь, дистанционно. Но я его смогла спугнуть таким образом. Он просто, знаешь, он просто в нескольких секундах от выхода. На шарах улетел! Ну, и докуда ты будешь лететь? Везде сигналка стоит, видишь? Как я его поймал, офигеть! Я его сбросила. Это очень жестоко. Осталось 3 минуты до конца. Ему осталось, понимаешь, просто повернуть шестеренку, и выход откроется. Может быть, надо было дать ему это сделать? Так, нужна подзарядка. Ну, знаешь, я не знала то, что сигнализация восстанавливается сама. Let's have some fun. И почему-то вот эти вот механические зайцы, которые на Q, тоже восстанавливаются. Это, знаешь, вот этот заяц, это как бы эквивалент, наверное, ловушки Хича в Техасе. То есть это такая сигнализация о том, что твою, например, в Техасе как дверь там вскрывают, а здесь тебе вот как бы шестеренку ставят. То есть человек подойдет, и в любом случае на него нападет вот этот механический зайчик. Это реально сигнализация классная получается. Ну, у меня 3 обезвредили или 4 зайцев. То есть ты когда ставишь и его обезвреживают, то есть кутежку проходят, он пропадает, и у тебя, и тебе возвращается. Подожди, Сань, а как получилось то, что у меня эскейп есть? У меня Пипедо вышел из игры. Ну, видимо, 2-ю открыл. А почему никакого уведомления не было? Знаешь, вот, не, на самом деле, сейчас дело не в выигрыше или проигрыше. Здесь вопрос в том, почему я не получаю уведомления. Подожди, а как он вышел? Стоп, я понимаю то, что я играю в новую для себя игру, и я ее совершенно не понимаю. Я могу только ходить и ничего не понимать. Но как все-таки вышел? 2 выхода у нас. Да, точно 2. А если оба закрыты, то как тогда у нас был эскейп? Что, ты хочешь сказать 3 выхода? У нас что, 3 выхода с 4-го этажа? А можно у кого-нибудь спросить, а где тогда 3-й, через который вышел человечек у нас? Я, знаешь, сколько хожу, ну, локация-то круговая, понимаешь? Где же еще можно спрятать какой-то выход? Вот эту область они даже не пытаются открывать. Ну, шестер не ставить сюда. Может быть, вот это другая область? А, нет, а по-любому тупик. Ну да, смотри. Мы отсюда никуда не выходим.
тупик. Никто не шумит, ничего не слышно. То есть человек вышел, при этом никуда не выходил. Но вышел. Не выходил, но вышел. Здесь красная лампочка. То есть выход-то закрыт. Там и видно, ворота приоткрыты. Ну, ворота-то закрыты. А как, если кто понял, как он вышел, кто знаток этой игры или полузнаток, вы напишите хоть в комментариях. А на 4-м этаже там много этих шкафов? А каких шкафов? Ну, телепорт. На 4-м этаже только 2 телепорта. Мне, кстати, показалось, что они типа ограничены. То есть ты можешь с одной локации переместиться там по вертикали, грубо говоря. Но когда ты на одном этаже, ты можешь по горизонтали еще перемещаться. То есть тебе открываются дополнительные еще вот эти шкафы. Ну, я не знаю на этот счет. В общем, судя по итогам катки, у нас получается то, что Пепе у нас сбежал, а остальные все померли, потому что истекло время катки. Как-то вот так. Вот такая вот игра за Мэджика. В принципе, играть нужно быстрее, чем я это делаю. Нужно передвигаться быстрее, следить за кулдаунами, следить за картами, там, за ловушками, за всем прочим. В целом, я даже не сказала бы то, что игра за волшебником мне доставляет какой-то дискомфорт. Нормально, надо нужно просто приучиться, кнопки эти выучить, и все будет окей. Вот такая вот игрушка под названием Carnival Hunt. Я так поняла, то, что она будет выходить в следующем году, ну, по крайней мере, 100% не раньше. Сейчас демо-версия уже прошла на момент выхода видео, и, скорее всего, в следующий раз поиграть в игру будет можно только тогда, когда она выйдет в релиз. Обязательно пишите свое мнение об этой игре, как вы думаете, есть ли у нее перспективы, возникло ли желание в нее поиграть. Если вы уже играли, то скажите, в чем я была не права в сегодняшних рассуждениях. В целом, я уже свое мнение в течение второй катки высказала. Неплохо, но есть над чем работать. Обязательно пишите комментарии о том, как вы думаете, какая степень интересности у этой игры и стали бы вы в нее играть. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось, и не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока. Пока-пока.